Почему русские не улыбаются? Представьте ситуацию. Вы приезжаете в Москву в первый раз. Вы стоите на улице и смотрите по сторонам. Рядом с вами идут люди. Они смотрят прямо перед собой. Они очень серьезные, сосредоточенные и не улыбаются. Вы заходите в магазин. Продавец вам не улыбается. Вы заходите в автобус, в метро. Люди не улыбаются. В этот момент вы можете подумать, что здесь происходит, что не так с этими людьми. Они такие холодные, серьезные, злые, невоспитанные. Возможно, у них так много проблем, что они не могут улыбаться. Давайте я вам объясню, что же происходит с русскими людьми. Для того, чтобы лучше понять русскую культуру, давайте подумаем о Западе, о западной культуре. В странах Латинской Америки, в США, в Испании, во многих европейских странах существует одна социальная норма. Если мы видим незнакомца на улице, в лифте, в магазине, то мы улыбаемся. Так принято. Это вежливость. Чтобы быть вежливым человеком, надо здороваться и надо улыбаться. В России такой социальной нормы не существует. В России не принято улыбаться незнакомым людям на улице. Если вы улыбаетесь незнакомым людям на улице, то могут подумать, что с вами что-то не так. Давайте разберемся, почему. В России есть такая поговорка: смех без причины – признак дурачины. Это значит, что если вы смеетесь или улыбаетесь просто так, если на это нет никакой причины, то могут подумать, что с вами что-то не так, что вы сошли с ума, что у вас какие-то проблемы с головой. Это философия русского человека, что для того, чтобы улыбаться или смеяться, нужна причина. В то время как в западной культуре улыбаться – это вежливость, но это не значит искренность. Например, в Испании я могу улыбаться на улице, но в то же самое время думать о моих проблемах. В России, если мы улыбаемся, это значит искренность. Мы улыбаемся, потому что нам хорошо, потому что мы рады, потому что на это есть причина, мы счастливы. Если русский человек вам улыбается, значит, он рад вас видеть. Значит, вы ему не чужой человек. И здесь еще одна вещь. И это различение между мое, свое и чужое. К примеру, если я на улице, и я вижу многих людей, которые тоже на улице, но я не знаю этих людей. Это незнакомые для меня люди. Зачем я им буду улыбаться? Для чего? Улыбка – это эмоция, это радость. Для чего я буду улыбаться незнакомым людям? Я буду улыбаться тем людям, которых я люблю,
которым я доверяю, которые для меня важны и дороги. Русские, мы очень много улыбаемся и смеемся с родными, в семье и с друзьями. К примеру, когда у нас застолье, и мы собираемся с близкими, родными, любимыми людьми, мы очень много шутим, смеемся и улыбаемся, разговариваем. Поэтому часто иностранцы говорят о русском гостеприимстве. Да, что мы русские, мы очень холодные на улице, но если вас пригласили в русский дом, в русскую семью, то здесь вы увидите различия между тем, как мы ведем себя на улице с незнакомыми людьми и как мы ведем себя с нашими друзьями. Потому что если вас пригласили в русский дом, то здесь откроется русская душа. Вы почувствуете, какие мы теплые, какие мы гостеприимные, радостные и веселые. Так что, когда говорят, что русские не улыбаются, это неправда. Мы улыбаемся, мы смеемся, но мы этого не делаем с незнакомыми и чужими людьми. Мы должны чувствовать любовь, искренность и доверие к человеку. Тогда русская душа открывается. Ну а для того, чтобы лучше познать и понять русскую культуру, читайте русские книги русских классиков. Для вас я подготовила русские книги в адаптации. Это адаптированная русская литература. Пушкин, Чехов, Достоевский, Толстой. Здесь вы найдете русских классиков в адаптации для вашего уровня. Пишите в комментариях, принято ли в вашей стране улыбаться незнакомым людям. И если вы уже были в России, а возможно живете в России, как вы это воспринимаете, то, что на улице никто не улыбается, но потом, когда вы становитесь другом русского человека, он всегда будет вам рад и будет вам помогать. Так что пишите в комментариях. Ну а я с вами прощаюсь. До следующего видео. Всего вам самого доброго. Пока-пока.